Здравствуйте, зрители моего канала. Я продолжаю обзор своей коллекции. Blu-ray я уже вам все показал, которые у меня есть. И поэтому настала очередь показать, какие фильмы у меня есть на DVD. В этом видео будут фильмы от студии Paramount и от студии Sony, Columbia Pictures. Начать хочу за студии Paramount. И первые 4 издания это сборники из 4 фильмов. Первое издание это коллекция фильмов Стивена Спилберга, куда входит «Война миров», «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь» и «Терминал». Из этого в 4К выходили только «Спасти рядового Райана» и «Война миров». А в обычный Blu-ray вообще данные 4 картины не выходили. То есть здесь представлено 4 фильма от Стивена Спилберга, в 3 из которых снялся актер Том Хэнкс. Такое вот издание. Далее похожее издание под названием «Драмы». Сюда входят 4 фильма. Это фильм «Привидение», «Между небом и землей», «Дорога перемен» и «Шоу Трумана». Также 4 хороших фильма. «Шоу Трумана», «Дорога перемен», фильм, где Ди Каприо и Кейт Уинслет снова снялись, «Между небом и землей», фильм с Марком Руффало и фильм «Привидение». Далее еще один сборник драм. Здесь у нас входят 4 картины «Небо в небо», «Игры разума», «Красота по-американски» и «Экипаж». В данном сборнике 2 фильма, это «Игры разума» и «Красота по-американски», выигрывали «Оскар». Также вот «Игры разума», «Экипаж» с простой накаткой, «Небо в небо» и «Красота по-американски». 4 фильма. И, наконец, последний такой, точнее, предпоследний, но последний с таким дизайном, это у нас драматические комедии. И сюда входят картины «Больше, чем секс», «Доброе утро», «Как отделаться от парня за 10 дней», а также «Любовь и прочие неприятности». Такие вот 4 диска в данном издании. Наконец, последний сборник от Paramount, но уже с другим дизайном. Это коллекция триллеров. Здесь у нас картины «Черный дождь», «Непристойное предложение», «Роковое влечение» и «Двойной просчет». Здесь уже бокс рассчитанный на 4 диска. Правда, черный. Идем к одиночным изданиям. И первое одиночное издание это картина Джима Керри с Джимом Керри «Лемони Снити 33 несчастья». Фэнтезийный фильм с Джимом Керри. Далее картина с Томом Крузом от режиссера Кэмерона Кроу. Фильм «Ванильное небо». На Blu-ray он, увы, не выходил. Данный фильм с русским языком. Далее, один из самых популярных фильмов с Эдди Мерфи «Поездка в Америку». Простая накатка диска. Далее, еще один фильм Стивена Спилберга. Это фильм «Мюнхен», который участвовал в 5 номинациях на Оскар в 2005 году. Далее
Еще одна картина режиссера Кэмерона Кроу. На сей раз с Орландом Блумом и Кирстен Данст. Фильм «Элизабет Таун». Романтическое кино. Далее перезапуск фильмов «Пятница 13-е». Фильм ужасов. Так. «Пятница 13-е». Далее два фильма с Томом Крузом. Первая картина от Тони Скотта «Дни грома». Первая картина, в которой они с Николь Кидман вместе снимались, из трех. Далее фильм с Томом Крузом от режиссера Майкла Манна. Картина «Соучастник», где также снялся Джейми Фокс. Здесь Том Круз снялся в нехарактерной для себя роли в данной картине. На Blu-ray данная картина в Вестеровским не выходила. Следующее кино. Это фильм, за который Джек Николсон получил еще один Оскар. Это фильм «Язык нежности». Также данная картина выиграла Оскар за лучший фильм. Далее три фильма из серии «Голый пистолет». Первая часть, где в главной роли снялся Лесли Нильсон. Далее продолжение. «Голый пистолет 2,5. Запах страха». Такое же оформление. И, наконец, третий фильм. Это «Голый пистолет 3. 33 и 1/3. Последний выпад». Такие вот три издания данной трилогии. Далее от этих же режиссеров, которые сняли «Голый пистолет», их более ранняя картина «Аэроплан», в которой также снимался Лесли Нильсон. Которая сильно изменила карьеру данного актера. Следующая картина — это фильм «Сонная лощина» Тима Бертона, где у нас снялись Джонни Депп и Кристина Ричи. И, наконец, последний DVD от Paramount. Это у меня фильм «48 часов». Первый полнометражный фильм, в котором снялся Эдди Мерфи. То есть здесь у нас один коп и один жулик, один уголовник. Уголовника играет Эдди Мерфи. Такое вот издание с белой накаткой. Это были все диски от Paramount на DVD. А следующие пойдут фильмы от Sony Pictures, Columbia Pictures. И первые 5 изданий — это сборники по 2 фильма, объединенные актером. Первое — это у нас 2 фильма с Мэрил Стрип. Это «Крамер против Крамера» и «Джулия. Готовим счастье по рецепту». В первом фильме также снялся Дастин Хоффман, а во второй картине Эми Адамс. Два диска. «Крамер против Крамера» выиграл Оскар за лучший фильм.
Далее, два фильма с Брэдом Питтом. Это «7 лет в Тибете» и «Собственность дьявола». В «Собственности дьявола» также снялся Харрисон Форд. Следующее, это два фильма с Джулией Робертс. Это «Свадьба лучшего друга» и «Мачеха». Во второй картине «Мачеха» снялись Сьюзан Сарандон и Эд Харрис. Это фильм Криса Коламбуса. Далее, два фильма с Робертом Де Ниро. Это у нас фильм «Франкенштейн» Кеннета Брана, где Роберт Де Ниро исполнил роль монстра Франкенштейна. И фильм Мартина Скорсезе «Таксист». Одна из известных работ ранних Роберта Де Ниро. Вот второй диск «Таксист». И, наконец, последний такой сборник. Это у нас два фильма с Дастином Хоффманом. Это «Капитан Крюк» Стивена Спилберга, а также «Жанна Дарк» Люка Бессона. В «Капитане Крюке» также снялись Робин Уильямс, Джулия Робертс, Боб Хоскинс. А в «Жанне Дарк» Мила Йовович, Джон Малкович и Фэй Дануэй. Такие вот два диска. Далее пойдут одиночные издания. И первое издание это первый сезон «Во все тяжкие» на двух дисках. В другом формате и другие сезоны больше не выходили официально с русским языком. Два диска. Далее ремейк фильма Мела Брукса по таким же названием «Продюсеры». Здесь у нас снялись Натан Лейн, Мэтью Бродерик, Ума Турман и Уилл Феррелл. Далее картина Терри Гиллиама «Монти Пайтон и священный Грааль». Здесь снялись Грэхэм Чепман, Джон Клис, Терри Гиллиам, Эрик Айдл, Терри Джонс и Майкл Палин. Известная такая картина их. Далее фильм с актером Кристианом Бейлом «Американский психопат». Далее картина с актером Адамом Сэндлером «Клик с пультом по жизни», где также снялись Кейт Бекинсейл и Кристофер Уокен. Такая вот фантастика, где у него появляется пульт, который управляет реальностью. Далее фильм с Томом Хэнксом «Капитан Филлипс», основанный на реальных событиях. Следующее кино это картина Квентина Тарантино
Джанго освобожденный, где снялись Джейми Фокс, Кристоф Вальтз, Леонардо Ди Каприо, Керри Вашингтон и Сэмюэл Л. Джексон. Кристоф Вальтз получил свой второй Оскар за данное кино. Далее фильм Айвана Райтмана, где снялись Дэвид Духовне, Шон Уильям Скотт, Орландо Джонс и Джулиан Мур в таком вот делюкс издании. И, наконец, последнее издание, которое я хочу вам сегодня показать, оно в стекле. Это фильм «Подозрительные лица», который выиграл премию «Оскар» за сценарий. Под диском такое вот изображение. Здесь оглавление данного диска. И здесь снялся в данной картине Кевин Спейси, Стивен Болдуин, Гейбриэл Бирн, Чаз Палментери, Кевин Поллок и Пит Постлетвейт. Картина «Подозрительные лица». Это было последнее кино в сегодняшнем видео. В других частях я покажу оставшиеся DVD. У нас фильмы от 20 века Fox, Warner Brothers, Universal, также локальные издания. А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующие видео. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Пока.